Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, это мой канал Волшебные спицы с Анной. Сегодня мы будем с вами вязать вот такое замечательное платьице. Связано оно из пряжи Angora Gold двух цветов. Тут получается однотонная пряжа, а здесь у меня взята секционная пряжа. Как видите, да, такая интересная обвязочка у этого платьишка. Но, конечно же, прошло у меня ВТО. Здесь нужно будет еще вставить кнопочки, но это все впереди, как говорится. И есть вот такой вариант этого платьишка. Как видите, здесь отличается у нас отделка. Здесь сделана по горловине обвязка крючком, а здесь у нас прям сделана обвязка по кокетке платья. В принципе, вяжется платьишко все идентично. Одинаковая, как говорится, выкройка, все одинаковое. Но видите, если подобрать другие цвета, то и смотрится платьишко по-другому. Так что давайте приступим. Берите нужную вам пряжу. Пряжа должно быть двух цветов, чтобы она была одна, допустим, однотонная, другая секционная, или двух просто контрастных цветов. Спицы номер 2. А в дальнейшем все, что нужно будет для работы, я вам, конечно, буду говорить. Давайте приступим. Я буду вязать вот с такой пряжи. Это у меня одна однотонная, другая секционная пряжа. В этой модельке нам нужно взять две контрастные нитки, как я уже об этом говорила. Вот, эта пряжа у меня Alize Angora Gold батик. Если кому нравится и кто хочет повязать с такой расцветки, здесь колор 1899. И Alize Angora Gold, просто белый цвет, номер 55. Метраж здесь одинаковый, на 100 грамм 550 метров. Я беру в работу спицы номер 2, обыкновенные, китайские. Плотность, девочки, у меня по этой пряже с этими спицами получается на 1 сантиметр 3 петли. Пожалуйста, провяжите образец, просчитайте свою плотность. Если у вас вы более плотно вяжете, то возьмите петелек побольше. А если вы вяжете посвободнее, то возьмите начальные петелечки поменьше. Итак, мы с вами должны набрать 38 петель белой нитью и провязать первый установочный ряд лицевыми петлями. Провязали мы первый ряд, это будет у нас установочный. Разворачиваем вязание и начинаем распределять петли на перед и на спинку. Первую снимаем, кромочная петелька у нас. 3 петли планки, мы всегда эти 3 петли будем провязывать лицевой. Дальше идут у нас 3 петли спинки, половинки спинки. Далее делаем, у нас будет петля реглана, перед петлей реглана мы будем делать все время накид. Значит, один накид делаем на себя, лицевая от себя. Далее идут петли рукава, 6 петель отведем для рукава, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее опять идет у нас регланная линия, делаем до петли реглана накид и после на себя накид, лицевая от себя. Далее идет у нас 8 петель переда, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять вяжем линию реглана, делаем накид на себя, лицевая от себя. 6 петель для рукава. Опять у нас будет линия реглана идти. Делаем накид, лицевая, накид. И 3 петли у нас остается на спинку, вторую половинку. И 3 петли планки и кромочная. Эти петли всегда вяжем лицевой, кромочную здесь мы провязываем изнаночной. Значит, 3 петли лицевой и изнаночная. Значит, на изнаночном ряду мы провязываем по рисунку, кроме планки. Все петли вяжутся по рисунку.
сейчас покажу, как провязывать. Мы накиды не будем делать дырявыми, то есть без дырочек. Накиды нужно будет тоже провязать скрещенной изнаночной. Значит, второй ряд вяжем. Первую петелечку мы снимаем. Далее у нас идет 3 петли планки. Далее у нас идет по рисунку 3 петли спинки. Вяжем 3 изнаночные. Вот мы подошли к линии реглана. Видим, что первый накид у нас как бы ниточка сверху идет спицы. Вот она. Мы значит, эту петлю должны провязать изнаночной скрещенной. Как мы делаем? Поддеваем вот отсюда ниточку, вот, и как бы перекрещивая, вот она. Вот так вытягиваем и провязываем изнанкой. Далее идет у нас линия реглана, то есть также изнаночная. Тут вы видите, да, что накид, он как будто бы там дальше находится. Мы провязываем его изнанкой за переднюю стенку. Вот она, передняя стеночка. Делаем, как обычная изнаночная, вперед ниточку переводим и за переднюю стенку провязываем этот накид. Далее провязывается 6 петель рукава изнаночным. Далее, смотрите, опять у нас тут появляется накид. Если мы его провяжем вот таким образом, у нас образуется дырочка. Нам надо провязать изнаночной скрещенной. То есть мы, так как здесь ниточка у нас на передней, впереди, да, как бы на спице лежит, то мы провязываем за заднюю стеночку. Вот таким образом. Далее идет у нас изнанка, регланная линия идет. Второй накид мы провязываем за переднюю стенку, так как вот это он как будто бы у нас открытый, да, к нам стоит. Вот таким образом. Тогда у нас дырочки не образуются. Далее вяжем 8 петель переда, ну, изнаночными петлями. Доходим до линии реглана. Опять-таки у нас накид один вот таким образом, да, как бы закрытый, да, на нас смотрит ниточка. Мы его провязываем за заднюю стенку изнаночной скрещенной. Потом регланная линия у нас идет. Второй накид у нас как бы открытый. Мы его провязываем за переднюю стеночку. Вот. И у нас получится также изнаночная скрещенная. Далее провязываем 6 петель рукава изнаночными петлями. Опять накид у нас идет. Провязываем его первый за заднюю стеночку. Надеюсь, видно вам. Далее линия идет реглана. Потом второй накид мы провязываем за переднюю стеночку. Далее идет у нас 3 петли спинки и планка. Планку мы вяжем лицевыми петлями всегда. Мы с вами провязали 2 ряда. Сейчас будем начинать вязать 3-й ряд. В 3-м ряду те, кто хочет вязать, значит, платьишко будет у кого с пуговичками, тот делает здесь отверстие для пуговичек. Так как я буду вязать планку без отверстий под кнопочки, то здесь я провяжу просто кромочную сниму, провяжу 3 лицевые. Кто будет делать отверстия для пуговичек, провяжет, первую мы снимем, вторая будет у нас лицевая, далее мы делаем накид, потом делаем 2 вместе. И дальше уже продолжаем вязать до конца ряда, как я сейчас вам расскажу, как это сделать, да? Возвращаемся здесь, и здесь накид с изнаночной стороны, где на планке, провязываем открытым, то есть не скрещенным, а обыкновенной лицевой петлей. И тогда у нас здесь останется дырочка. Вот. Я буду вязать просто планку, так как я буду устанавливать здесь кнопки. Значит, у нас 3 петли планки идет.
Далее, опять-таки, нам уже надо будет делать расширение. Расширение мы делаем в каждом лицевом ряду, да, и мы должны именно белой нитью провязать 7 прибавок, да, по линии реглана. Давайте я сейчас вот еще раз покажу, как мы это будем делать. Первую прибавочку мы сделали, да, по линии реглана. Делаем далее, вяжем далее. Дальше у нас получается, что уже петель спинки будет 4. Далее делаем накид на себя, лицевая от себя. Далее у нас получается, что петель рукава будет уже 8, так как мы в прошлом раз прибавили уже, да, по одной петельке. Доходим до линии реглана. Линия реглана, в принципе, она видна сразу. Вы сразу видите, да, где нужно делать прибавление. Далее делаем до линии реглана на себя накид. Потом у нас вяжется линия реглана. Потом делайте от себя накид. 10 петель переда у нас идут. Доходим до линии реглана. Опять делаем накид на себя. Лицевая от себя. 8 петель. 8 петель у нас идет рукава. Опять делаем накид, доходим до линии реглана, делаем накид на себя, лицевая от себя. 4 петли получается спинки у нас и 3 петли планки изнаночной. В конце провязываем изнанкой. Изнаночный ряд я вам уже показала, как мы будем с вами провязывать. Я думаю, что прибавление в регланных линиях вы сможете сделать самостоятельно. Мы с вами вот сделали первый ряд, второе прибавление, и нам еще нужно сделать 5. То есть в общей сложности у нас должно быть с вами 7 прибавлений по линии реглана. Давайте это все провяжем и встретимся с вами уже тогда, когда все прибавления мы сделаем. Все, сделали мы с вами 7 прибавлений. Ориентир у вас должен быть какой? Так как у нас было в начале 3 петли, да, в спинке, у вас сейчас здесь должно быть 10 петлей до регланной линии. Так, следующие наши действия такие. Мы берем контрастную ниточку. Я беру вот такой расцветки. Можете брать однотонную, но мне хочется вот такую меланжевую. И начинаем уже вязать этим голубым цветом. Белую ниточку можно отрезать. Она нам уже не понадобится. Вот я присоединила нитку. Начинаем вязать контрастной нитью. Значит, вяжем 3 петли лицевой. Это у нас 3 петли планки. Она всегда у нас вяжется лицевыми петлями. Далее вяжем, как я говорила, весь ряд изнаночными петлями. Но не забываем делать прибавку до регланной линии, да? Продолжаем расширение по реглану. Делаем накид на себя. Регланная линия у нас будет вязаться лицевой и от себя накид. Далее опять делаем полоску по рукаву. Также вяжем изнаночной. Как вы заметили, да, я вяжу классическими петлями. Ну, кто вяжет бабушкиными петлями, то я думаю, что вы знаете, да, как вязать, да. Не буду вас учить и переучивать. В принципе, все должно у вас также получиться. Далее делаем накид, лицевая, накид. Опять изнаночными петлями провязываем все петли переда. Телефон, как всегда, садится не вовремя, но что делать? Уж простите. Так, довязываем до регланной линии, делаем опять прибавку, накид на себя, лицевая от себя. Опять вяжем изнанкой.
Так, все петли вяжем изнаночными петлями до линии реглана, опять-таки. Опять делаем прибавку на себя, лицевая от себя. Опять делаем, провязываем до конца изнаночными петлями. Планку провязываем лицевыми. Изнаночный ряд вяжем как обычно, изнаночными петлями. То есть у нас получается, что вот такой вот изнаночный ряд только будет у нас по лицевой стороне. Накиды провязываем как обычно, мы до этого провязывали. Вот мы сейчас с вами провяжем, получается, изнаночный ряд. Потом сделаем еще одну прибавку по лицевой, то есть по регланным линиям. Еще один раз провяжем. Потом опять изнаночный ряд. И встретимся с вами. Будем уже разделять полотно на рукава, перед и спинку. Вот так у нас с вами получилось. Мы сделали 9 прибавок по линии реглана. И сейчас мы должны рукава отделить от переда и спинки. Для этого я взяла крючок и любую вспомогательную вот нить. Значит, я буду петли реглана, петли рукава просто закрывать вспомогательной нитью, а далее потом уже буду опять-таки переснимать эти петельки на спицы и вязать рукава по кругу. Так, давайте, что мы делаем? Провязываем наши петельки-планки. Кто сделал, кстати, отверстие для пуговичек, это где-то у нас получилось в этом районе. Не забывайте сделать следующее отверстие, где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сейчас у нас, по идее, должно быть провязано 7 изнаночных таких дорожек. Вот, вы следите и сделайте отверстие, когда будет уже 9-я изнаночная дорожка. Не забывайте про это. Так, значит, продолжаем. Вяжем 3 петли планки, провязываем все петли спинки, плюс у нас в петли спинки пойдет регланная, вот эта регланная петля. Мы ее тоже переснимаем отнесем к петлям спинки. Далее, что делаю? Я закрываю, просто беру ниточку и закрываю петельки вот таким образом. То есть я не переснимаю никуда, мне так легче, и они не мешаются мне. Просто так закрываю крючочком. Давайте я сейчас закрою до линии реглана следующей и к вам подключусь. Вы же снимаете просто, можете набросовую нить снять, может кому-то удобно на какие-то вспомогательные спицы, на булавки, все как вашей душе угодно. Вот первые петельки у нас рукавов сняты. Далее мы что делаем? Добавляем здесь сразу, вот когда мы провязали, закрыли эти петельки, да, там пересняли их, добавляем сразу 2 петелечки еще. Это у нас как будут такие небольшие подрезики. 2 петельки добавили. Провязываем, как я сказала, да, оставили регланную вот эту вот линию, эту петлю наперед. И начинаем провязывать. Подтяните эту первую петельку, потому что дабы у нас здесь не было большого отверстия. Провязываем до следующей линии реглана, петли переда. Постарайтесь тут вот подтянуть петельку сильно, ну так вот, чтобы она не сильно у нас вытягивалась. Вяжите поплотнее здесь под рукавчиком. Так, петли переда провязываем просто лицевыми до следующей регланной линии. Так, вот таким образом.
регланную линию также сюда вперед, то есть наперед переносим. Закрываем все петли рукава или переснимаем. Не забываем, здесь делаем сразу вот так вот, прибавляем 2 петельки под рукавчиком, это у нас получится 2 прибавочки. Здесь сейчас я пересниму эти петельки. Далее, после переснятых петель, опять-таки провязываем мы все петли спинки и петли планки. С изнанки мы вяжем все по рисунку. Вот эти петли, которые мы прибавили, также вяжем изнаночными петлями. И встречаемся с вами в лицевом ряду. Вот так у нас с вами должно получиться. Я надеюсь, у вас тоже получилось. Можно примерить на куколку. Посмотрите, все ли у вас хватает. Если, я как говорила, вяжете плотно и вам не хватает, да, вот этой вот глубины проймы, сделайте еще один рядок. Ничего страшного в этом не будет. Смотрите, все село замечательно. Так вот по спинке. Все и по переду. Все очень хорошо. Значит, наши дальнейшие действия. Мы должны с вами сейчас провязать 12 рядов резиночкой 1 на 1. Но при этом мы будем лицевую вязать скрещенной. Как вязать лицевую скрещенной, я надеюсь, ни у кого нет в этом затруднения. То есть получается, что я, например, вяжу, сейчас я покажу, так как я вяжу классическими петлями, не забываем, что планку мы вяжем всегда лицевой. И отсюда начинаем вязать лицевой скрещенной. То есть, если я вяжу классическими петлями и вяжу вот за переднюю стеночку вот таким образом, это у меня получается, как видите, как открытая петля, да, лицевая. А скрещенную я вяжу за заднюю стеночку. И она как будто бы вот так вот перекручивается. Лицевая у нас получается изнаночная, как обычно. Лицевая, скрещенная. Изнаночная, как обычно. Лицевая, скрещенная, изнаночная, как обычно. Давайте, если вы вяжете бабушкиной петлей, то есть вот так у вас получается, да, открытая петля, то скрещенную вы вяжете за переднюю стенку. Вот таким образом. Тогда она у вас будет закручиваться. Давайте провяжем до конца ряда лицевая, изнаночная, и я вам покажу, как провязать вот эти скрещенные петли с изнаночной стороны. Провязали лицевой ряд. Давайте сейчас покажу, как вязать изнаночный. Если вы приняли решение не вязать лицевой скрещенной, то вяжите обычно 12 рядов резинкой, да, 1 на 1. А если вы хотите также связать, как я вяжу лицевую скрещенную для того, чтобы была более фактурная такая видная резинка. Она получается очень красивой. И смотрите, что надо будет делать тогда с изнаночной стороны. Первую петельку, как обычно, снимаем, вяжем 3 петли планки. И далее смотрим. Изнаночные петли, а у нас с изнанки они смотрятся как лицевые. Мы их вяжем обычным способом. А вот изнаночные петли, наши лицевые скрещенные, у нас с изнанки смотрятся изнаночной. Если мы будем провязывать обычным способом, то, как сказать, петелечка не будет закручиваться каждый ряд у нас, да, и она не получится такой фактурной. А если мы будем и изнанку вязать скрещенной, изнаночной, тогда у нас получится все классно. Смотрите, изнаночная, лицевая, обычная, классическая вяжется вот таким образом, а скрещенная, конечно же, вяжется за заднюю стенку. То есть вяжем как обычно, как обычную изнанку, но только за заднюю стенку. Тем самым мы с лицевой стороны петельку закручиваем. Раз, за заднюю стенку провязали, ну, подтянули, естественно. А лицевая, опять-таки, изнаночная, скрещенная, за заднюю стеночку, не за переднюю. Опять, еще раз показываю. Лицевая, обычная вяжется за переднюю стенку изнаночная, а скрещенная вяжется за заднюю стенку. И вводим не вот таким образом, да, а именно вот снизу вверх. И провязываем изнанку. Таким образом, значит, с лицевой стороны мы вяжем лицевую скрещенную, одну изнаночную,
а с изнаночной стороны мы вяжем лицевую обычную, а изнаночную скрещенную. И у нас с вами будет получаться красивая фактурная резиночка. Давайте провяжем 12 рядов в общей сложности, да, резинки, и встретимся с вами после того, как вы провяжете все, нужное необходимое количество рядов. Все, мы провязали 12 рядов. Смотрите, как классно получается. Видите, резиночка такая фактурная. Если с изнанки посмотреть, то вот так вот. Если будете вязать обычно лицевой, то у вас получится вот так вот. Вяжите так, как нравится. Вот. Дальше. Что мы делаем сейчас? Сейчас нам надо будет с вами сомкнуть изделие в круг. Для этого мне нужна будет вспомогательная спица. Что я делаю? Беру, делю полотно наше пополам. Можно произвольно, можете отсчитать, разделить пополам и отсчитать нужное количество, да, петель. Я так не делаю, я делю просто на глаз. Так, поделили на равное количество, пополам, хотя бы приблизительно. Далее, что мы делаем? Вот эти вот петельки мы, получается, вязали таким образом, да, были на лицевой стороне, поделили изделие наше пополам. Рабочая нить у нас остается на вот этой спице. Здесь, получается, смыкаем, соединяем вот так вот. Вот эти последние петельки мы переснимаем на вспомогательную спицу. Все петельки планки вместе с кромочной. Получается кромочная. 1, 2, 3 петли планочки. Разворачиваем вот эти уже петли, которые у нас на вспомогательной спице. Здесь немножко спицу подтяните, чтобы петли не упали. И соединяем. Вот так вот совмещаем, соединяем 4 спицы на вспомогательной, 4 петли на вспомогательной спице и 4 петли уже там, где у нас с вами рабочая нить. И наша с вами задача провязать эти все 4 петли вот так вот по 2 вместе. Как вы видите, да, я вяжу методом Magic Loop. Для того, чтобы сейчас эту манипуляцию мне сделать, мне нужно вот эту дальнюю спицу вытащить. Вот так. Вот такая конструкция у вас получится. И эту ниточку переводим назад, чтобы нам было удобно вязать. И поддеваем первую петельку снизу и вторую петельку. Вот с той спицы также поддеваем снизу. И протягиваем рабочую нить. Вот. И у нас получается, что мы провязали 2 вместе. Скидываем петельки эти 2, подтягиваем. Вторую петельку также снизу поддеваем. Вот эту вторую петельку на первой спице. И вторую петельку на вспомогательной спице. Также протягиваем. Вяжем обычно лицевой. Скидываем петли. Третья точно так же. Снизу вводим, тут также снизу вводим, провязываем 2 вместе, скидываем, и здесь тоже снизу вводим, здесь провязываем 2 вместе. Все, мы провязали и тем самым соединили наше изделие в круг. Значит, по кругу наша задача сейчас провязать 2 круговых ряда. Давайте сделаем это и будем после этого ввязывать уже юбочку. Мы с вами провязали 2 лицевых ряда по кругу. И у нас получается с вами, что 4 петли, вот это, которые мы вместе провязывали, да, 4 петли планки на передней вот этой спице. Для симметрии нам с вами нужно первые 2 петли этой планки перенести на заднюю спицу. Как это делаем? Просто вытягиваем. Как я говорила, кто вяжет Magic Loop, знают. Если кто вяжет по кругу на 4 спицах, все просто. Провязываем просто вот эти 2 петельки и переносим их
на спицу. При Magic Loop просто вот так вот перекидываем, подтягиваем. Все, они у нас перешли на ту сторону. Все, начинаем вязать низ платья. У нас будет, вяжем начальный ряд. Значит, получается, он у нас будет состоять 3 изнаночных, 3 лицевых. 3 изнаночные будем вязать, 3 лицевые. Для симметрии, как я вам говорила, да, здесь начнем вязать с 2 изнаночных. И закончим тоже 2 изнаночными. Далее мы лишнюю изнаночную в процессе вязания мы потом уберем, чтобы не было видно. Начинаем вязание. 2 изнаночные, 3 лицевые. Далее 3 изнаночные, 3 лицевые. И так далее. 3 изнаночные, 3 лицевые. Вяжем таким образом до конца ряда кругового. И заканчиваем 2 изнаночными. И встречаемся. Провязали один ряд. Сейчас начинаем формировать наши клинья, да, платья. Получается, что 3 изнаночные мы вяжем всегда, а прибавки мы будем делать, где лицевые петли. Значит, первый ряд, первые прибавки у нас. Провязываем 2 изнаночные, вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные. Далее лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные. Опять лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные. Таким образом мы с вами провяжем полностью круговой ряд. Здесь у нас в конце было 2 изнаночные. Эти 2 изнаночные мы провяжем 2 вместе, дабы убрать одну лишнюю петельку. Давайте это провяжем все самостоятельно по кругу и встретимся и покажу вам, как провязывать лицевые вот эти вот накиды. Будем их вязать скрещенными. Провязали ряд с накидами. Сейчас вяжем все по узору, как говорится, изнаночные 2 первые. Далее у нас идет лицевые. Там, где мы делали накид, мы провязываем лицевой скрещенной, чтобы у нас не было дырочек. Лицевая обычная, где накид, провязываем лицевой скрещенной. Опять лицевая, 3 изнаночные. Далее лицевая, где накид, провязываем лицевой скрещенной. Далее 3 изнаночные, лицевая, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, лицевая, 3 изнаночные. И так далее, да. Этот ряд мы заканчиваете самостоятельно. Провязывайте после этого еще 2 ряда круговых, и мы с вами встречаемся. Провязали мы с вами 2 ряда. Сейчас опять мы делаем прибавление. Таким образом нам надо сделать, чтобы у нас клинышек состоял из 13 петель. То есть в общей сложности мы с вами должны сделать прибавки 5 раз. Прибавлять мы будем в каждом 3-м ряду. Смотрите, сейчас мы через каждый 3-й ряд, простите, значит, сейчас мы опять сделаем прибавку, потом мы провяжем 3 ряда лицевых круговых, да, 3 круговых ряда, опять сделаем прибавку, опять 3 круговых ряда. И при этом не забываем, что накиды мы вяжем скрещенными, чтобы у нас не было дырочек. Вот как видите, да, здесь у меня провязано, у меня дырочек нет, клин у меня такой полностью, да, закрытый. Так, давайте прибавление мы будем делать после первой петли клина и до последней петли клина. Значит, как это будем делать? Провязываем 2 изнаночные, далее лицевая,
начинаем вывязывать клин, лицевая. После первой лицевой делаем накид. Далее провязываем 3 лицевые, накид, лицевая. То есть мы прибавки будем делать после первой петли и перед последней петлей клина. И так будем делать еще, получается, 3 раза. Первый раз мы уже сделали, прибавили. Сейчас мы прибавляем второй раз, и еще надо также прибавить 3 раза. Далее вяжется 3 изнаночные. 3 изнаночные вяжутся всегда, без изменения. Опять вывязываем клин. Первая лицевая у нас. Дальше делаем накид. 3 лицевые, накид, лицевая. 3 изнаночные. Опять лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, 3 изнаночные. Так вяжем до конца ряда кругового. После этого мы провязываем, как я уже говорила, 3 ряда лицевых. Потом делаем опять-таки прибавку. И у нас получится следующее. Мы будем вязать одну лицевую, первую. Опять-таки прибавки делаем после первой лицевой. И между прибавками у нас будет уже не 3 петли, а 5 петель. Потом прибавим, сделаем накид перед последней лицевой. И так провяжем все наши 5 прибавок. Мы с вами провязали расширение клина. У нас должно получиться здесь 13 петель. Сейчас будем вязать платьюшко уже в длину. Остаток как бы, да. В моем случае, да, в моем варианте я провяжу 18 круговых рядов вниз. И далее буду уже платьишко закрывать. Если вы хотите и эти клинышки сделать пошире, и платьишко, допустим, пусть будет покороче или подлиннее, да, то есть что вы делаете? Вы в том же темпе прибавляете, расширяете клин, прибавляете петельки и уже контролируете длину изделия самостоятельно. А мы же с вами, кто вяжет так же, как я, идем вязать 18 рядов. И после того, как мы их провяжем, мы с вами встретимся и будем закрывать контрастной нитью. То есть белую нить далеко не убирайте. Ну вот, нужное количество петель вниз, да, длину изделия мы провязали с вами. Сейчас будем обвязывать низ платья. И делать мы это будем с помощью крючка. Я взяла крючок номер 1,5 и контрастную нить. Контрастная нить у меня белого цвета. То есть вот кокетка у нас должна совпадать с цветом обвязки. Берем нить. При этом мы, получается, будем одновременно обвязывать и одновременно закрывать. Закрывать будем по 2 петельки. Берем, вводим крючочек, подхватываем нитку, вытягиваем. Здесь можно отрегулировать хвостик, чтобы не такой длинный был у нас. Вот. Провязываем 4 воздушные петли. Далее опять подхватываем, снимаем 2 петельки, протягиваем контрастную нитку и опять 4 воздушные петли. То есть здесь мы с вами провязываем просто соединительный столбик. Опять-таки следующие 2 петельки снимаем, протягиваем нитку и опять 4 воздушных петли. Опять следующие 2 петли вот так снимаем, протягиваем нить и опять 4 воздушные петли. Так обвязываем полностью по кругу и встречаемся. Все, мы закончили обвязку с вами. Вот так должно получиться. После ВТО, если вы вязали с такой же пряжи, как у меня, после ВТО это все очень становится ровненько, все выравнивается.
И я вам советую при стирке немножко вот так даже потянуть. Если захотите зафиксировать складки, то вот так вот их присборьте. И таким образом и высушите. Тогда будут складочки более выражены. Ну, сейчас мы с вами приступим к вязанию рукава. Как видите, я уже перенесла на спицы. Вязать мы их будем с вами по кругу. Но перед этим наша с вами задача в подрезах, из подрезов, вот из этих двух петель поднять, которые мы набирали, да, вот на подрезы, поднять 2 петельки. Ну, для этого мы берем нашу пряжу контрастного цвета. Я буду вязать, продолжать, да, свой моточек. В принципе, здесь ничего страшного не будет. Вы тоже берете пряжу уже не белого цвета, или, ну, контрастного цвета, именно который мы вязали тело, да, платье. И можно при помощи крючка, как я вот делаю это при помощи крючка, просто вытягиваю 2 петельки. Раз. 2. Вот эти 2 петелечки. Сейчас тут что-то, вот они. Не всю, вот, вытянула. Все, перенесла на спицы. Здесь оставляете хвостик побольше, чтобы можно было свободно подтянуть первую петлю потом. И все, подтянули мы 2 петельки. И таким образом вяжем просто ровным полотном по кругу 28 рядов. Ничего нигде не убавляю, ничего не прибавляю, просто вяжем по кругу. И после того, как мы с вами провяжем 28 рядов, ну, встречаемся. Да, для ориентации, значит, до ориентира у нас получается на спицах должно быть 26 петель. Практически наш рукавчик связан. Дальнейшие наши с вами действия. Сейчас нам нужно убавить, сузить рукав. Как мы это будем делать? Будем убавлять каждую вторую петлю, провязывая ее вместе лицевой. Начинаем. Значит, первая у нас идет лицевая, 2 вместе лицевой. Лицевая, 2 вместе лицевой. Лицевая, 2 вместе лицевой. Лицевая, 2 вместе лицевой. Лицевая. Разворачиваем. Ну, кто вяжет по кругу, вяжет далее. У нас тут была лицевая, да, на этой стороне, значит, далее идет у нас 2 вместе лицевой. Опять получается лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой. И в конце у нас остается как 2 петельки, да, провяжем просто их лицевыми. Всего у нас с вами на спицах должно остаться 18 петель. Давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8. Все, 18 петель. Далее мы вяжем 3 ряда резинкой 1 на 1. Получается, первая у нас получается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так далее, то есть делаем 3, провязываем 3 круговых ряда. Провязали мы с вами 3 ряда резинка 1 на 1. Сейчас будем вывязывать манжет. Не манжет, а воланчик, да, оборочку. Для этого нам нужно с каждой петли вывязать 2. Каким образом будем это делать? Кто вяжет классически, как я, да, за переднюю стеночку вяжем вот так лицевую, вывязываем. И за заднюю стеночку вывязываем.
тоже лицевые, у нас получится из 1-2. А кто вяжет бабушкиными петлями, сейчас покажу. То есть вот так, да, у вас петелька расположена, то вы вяжете также за переднюю стенку, только снизу вверх, да, как видите, и также за заднюю, чтобы у нас не образовывалось отверстие. Давайте удвоим петельки. С каждой из 1-2, из 1-2. Вот так. До конца ряда вяжем, ну, до конца кругового ряда вяжем из 1-2. Далее мы с вами должны будем провязать 4 ряда просто лицевой гладью. Давайте это сделаем самостоятельно, и потом я вам покажу, как закрывать уже вот эту оборку. Связали мы с вами вот такую рюшу небольшую, и закрывать мы будем петельки аналогично так же, как мы здесь вот закрывали. То есть берем контрастную нитку и закрываем по 2 вместе лицевой при помощи крючка. Первые 2 петельки мы снимаем, вытягиваем ниточку и провязываем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Опять подхватываем 2 петельки, протягиваем нитку и 4 воздушные петли. Опять подхватываем 2, вытягиваем нитку и 4 воздушные петли. И так далее. Тем самым мы закроем с вами нашу рюшу, вот, и закончим рукав. Давайте заканчивайте, как говорится, самостоятельно. Я думаю, что с этим уже многие справились, так как мы уже подол с вами закрыли. Вяжем второй рукав аналогично, и после того, как завершим второй рукавчик, мы с вами встречаемся. Наше платье готово. Рекомендую вам, когда вы будете стирать, вот так вот немножко присборить, чтобы здесь была более выраженная сборка. Пока смотрится так, как бы топорщится, а когда вы постираете эту пряжу, то все будет очень замечательно. Ну и остался последний штрих. В принципе, кто хочет, делает, кто хочет, это не делает. Платьишко также тоже красиво смотрится. Мы сделаем, ну, тот, кто хочет, вяжите со мной дальше, сделаем вот такую точно обвязочку уже вот здесь вот по кокетке. Для этого мы берем, переворачиваем платье, переходим на изнанку, находим вот эти вот петельки, видите, вот так вот, если присмотреться, вот они торчат, да, у нас, вот эти вот голубые, вот она, 1, 2, 3, 4, вот. Находим первую петельку и берем контрастную нитку и просто через одну петелечку вяжем арочки из 4 воздушных петель. 3, 4. Вот первую пропускаем, входим во вторую, вытягиваем. Так. Вытягиваем петлю и вот так вот подтягиваем. Опять 1, 2, 3, 4. Опять первую эту пропускаем во вторую. Вытянули нить, в петельку пропустили. Следующая опять 1, 2, 3, 4. Через одну закрепляем. 1, 2, 3, 4. Через одну и закрепляем. Таким образом
Мы с вами провяжем полностью так вот по кругу и закончим вот здесь вот. На планке мы эту рюшечку такую мы не делаем, потому что планка на планку найдет, вот так вот будет заходить. Кто пуговки пришьет, кто сделает кнопки, и эта рюшечка будет мешать. А так все будет замечательно. И смотрите, когда будете стирать, да, данное платьишко, тоже вот так вот пальчиком в мокром, да, когда будет мокрое изделие у нас, вот так вот его немножко примните, и тогда вот эти вот это вот как оборочка, она будет смотреться очень хорошо и держать форму. Ну все, я думаю, что на этом можно будет мне заканчивать, да, с этим мастер-классом. С этим вы уже справитесь самостоятельно. И будем в следующем видео с вами вязать уже шапку к этому платью.